Здравствуйте, девочки! Сегодня мы будем с вами собирать овечку. Начнем мы с оформления мордочки. Первое, что мы пришьем, это будут глазки. Глазки такие же, как и у Мишки. Бусины стеклянные диаметром 8 мм. Еще вам нужен тонкий белый фетр. Лучше жесткий, чем мягкий. Мягкий может закручиваться. Вот такой маленький овал. Я тут нарисовала схему. В длину он 2 сантиметра, в ширину 8. Начертите такой прямоугольничек и уголочки скруглите. Это будет ваша выкройка под глазки, основа. Вот этот кусочек фетра мы с вами будем располагать вот в этом месте. На голове мы прибавляли петли, чтобы поднялся лоб у овечки, чтобы не была голова плоская. Вот. И вот мы видим эти полосочки прибавок в эту сторону и в эту. Вот этот белый кусочек мы должны расположить вот между ними, по центру, между вот этих двух рядов прибавок. Вот так. Вот эти точки у нас должны быть тоже как бы по центру. Здесь нос будет у нас вот, чтобы все ровно лежало. Мы располагаем, чтобы оно не убегало булавочками. Прикалываем, чтобы никуда не сбежал этот кусочек. Вот так. Ровненько. Вот так. Теперь мы берем шелковистые, вискозы, скорее всего, прочные нитки, черные, в 4 сложения. Иглу я взяла более тонкую. Толстая игла очень тяжело через фетр проходит. Более тонкую иглу. Снизу головы прокалываем и выводим на этот белый фетр примерно в паре миллиметров от края. Вот так, чтобы его захватить. Выводим иглу, хвосты оставляем внизу. Теперь нам нужно вставить бусины в эту нитку. У меня игла через бусину не проходит, отверстия небольшие, поэтому я вот так вот руками ниточки вставляю. Одна и вторая. Вот так. Возвращаем обратно в иглу. И выводим вниз головы, с другой стороны тоже примерно на таком же расстоянии от края, чтобы ровно было глаза. Прокалываем фетр и тоже выводим вниз головы нить. Убираем эти булавки. Вот так. Бусинки получились на белом фоне. Завязываем с той стороны ниточки на несколько узлов. Сильно не затягиваем, слегка.
Вот так. Теперь в 2 сложения берем ниточку и будем прятать нашу перегородку между глаз, чтобы не было вот так вот глазки, чтобы не были открыты. Тоже через низ вводим, стараемся между проколоть фетр, между ищем точку посередине. Так. И захватываем этой ниткой перегородку между глаз, прокалываем с другой стороны, тоже выводим на низ головы. Эту ниточку она у нас захватила ниточку между глаз, и ищем концы. Ой, где же эти концы найти? Вот так. Тоже завязываем узелки так, чтобы подтягиваем так, чтобы глаза соединились, чтобы затянулась нитка между глаз, затянулась внутрь. Тут вам желательно, чтобы кто-то помог, придержал. Можно. Вот. Есть у меня помощник. Вот так. Все, спасибо. Глазки мы закрепили. Вот так вот. Красиво они у нас сели между вот этих вот лучиков прибавок. И вот посерединке будет у нас здесь нос. Далее мы с вами вышьем носик. Делаем мы это длинной иглой 15 сантиметров. Нить я для носа беру джинс цвет 40. Почему не той, которой мы вязали копытца? Потому что она слишком толстая. Будет грубо, грубые будут полосы. Нужно что-нибудь потоньше выбирать. Вот. Первое место, где мы выведем иглу, это будет вот это наше отверстие, в которое мы кольцо амигуруми набирали. В него нужно попасть тоже через низ головы. Вводим вниз головы иглу и стараемся вывести прямо в это отверстие. Вот так. Выводим. Далее мы должны проложить ниточку несколько рядов прямо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Думаю, 6. 6. И вколоть в том месте, чтобы было по центру между глазиков. Вот так. И вывести, вот у нас лучики прибавок, вот в крайнюю прибавку между ними, вот в эту точку. Вот так. Все, протягиваем нить. Возвращаем сюда же. И выводим иглу во второй лучик прибавок между крайних двух прибавок, между них. Вот так. Протаскиваем нить. Вот так. И возвращаем сюда и одновременно выводим на низ головы. Возвращаем и выводим вниз. Сильно здесь затягивать ничего не надо, просто чтобы нитка шла без припуска, не свободно. Но затягивать не надо, будет некрасиво. Вот мы определили место носика.
Внизу мы завяжем узелки, естественно, чтобы ничего не двигалось. Завязываем узелок. Возвращаемся обратно. Можно оставить так. Но если у вас есть возможность найти пастель, то, мне кажется, красивее, когда немного затонировано это место. Я использую вот такую вот петербургскую пастель художественную, фирма Spectre. Ну, написано, что она не токсичная, можно трогать руками детям и так далее. Я использую сухую, потому что масляная пастель, ну, она похожа на пластилин. Мне кажется, она очень сильно берется, и берется она именно за выпуклые части петель, неравномерно распределяется. Ну, и мне кажется, могут остаться жирные пятна. Вот у меня есть коричневые цвета. Я выбираю, какой мне нужен цвет в данном случае. Вот, я думаю, вот этот. Пальчиком пробовала кисточкой, больше разлетается во все стороны. Пальцем получается аккуратней. На палец слегка беру и начинаю вот так слегка каждую петелечку прорабатывать. Вот этот треугольничек, который мы определили ниточкой. Она, конечно, может потом при стирке смыться, ну, все равно слегка останется это место выделенное. Вот таким образом вы сделайте, чтобы все было равномерно. Я потом доработаю, не буду сейчас долго, чтобы вам все нравилось. Сделайте такой симпатичный носик. Еще вот данная овечка у меня будет девочка. Можно немножечко розовой пастелью вот тут ей посадить щечки, с нежно-розовой, слегка не растушевать, чтобы были розовенькие щечки. Теперь мы с вами займемся вот такими замечательными ушками. Одно у меня уже готово, на втором я вам покажу. Из нежно-розового фетра жесткого, толщиной 1 мм, мы вырежем вот такую вот капельку. Я вот нарисовала выкройку. В ширину нарисуйте, начертите прямоугольничек, в ширину 2 см 6 мм, в длину 4 см. По центру выберите 1,3 мм, 1 см 3 мм, поставьте точку и нарисуйте каплю. Это будет ваша выкройка для ушей. По этой выкройке 2 одинаковые капельки вырежете из фетра. Как расположить? Вот мы, кстати, с вами оставили петлю не затянутой. Вот так это должно выглядеть. Чтобы не убежала эта петля, мы маркером ее зацепили. Вот так мы и работаем с этим ушком. Располагаем острым кончиком вот сюда, капелькой вот сюда. Пару рядов от низа, вот центр, это вот этот шестиугольник, один уголок, это будет центр. Вот так мы располагаем. Берем ниточку и иголочку тоненькую со швейной нитью в одну нить. Бледно-розового цвета подберете под свой фетр, чтобы сильно не было видно шов. Начинаем шить сверху. Закрепляем ниточку. Так, прикладываем. И обметочным швом, захватывая только частично петли, чтобы не прокалывать на ту сторону, начинаем пришивать ушко, вернее серединку ушка к основе. Вот такими стежками.
слегка захватывая основу. Вот такими стежками, захватывая ниточку, вот так, вы обошьете всю эту капельку. Вот я дошила, закончила, делаю узелок. Все концы всегда прячу внутрь, иголочкой сюда вот в середину, между вязанием и фетром. Потом коротко обрезаю, хвост спрятаю. Вот так мы закончили. Что мы теперь делаем? Теперь мы складываем два вот этих вот, как это сказать, две стороны шестиугольника вот так. И теперь вот нам нужна эта петля, которую мы оставили открытой. Вставляем крючок и провязываем две вместе одновременно столбиком без накида. Захватываем с двух сторон вот так петли и обычным столбиком без накида провязываем несколько петель до вот этого вот уголка. Нить мы оставляли длинную для того, чтобы нам хватило провязать этот ряд. И еще, чтобы остался хвост, чтобы не делать лишних узлов, остался хвост для того, чтобы сразу же этой же ниточкой ухо и пришить. Вот последняя прибавочка, вот в нее последний столбик без накида. Вот так уголки соединились, и вот такое ушко у нас получилось. Я ниточки всегда очень длинные оставляю, чтобы наверняка. Теперь я нужной длины ниточку себе обрезала для пришивания. Вытягиваем нить, и вот такое ушко у нас с ниточкой до пришивания. Теперь я вам покажу, как пришить одно ушко. Вот у меня уже подготовлена нить. Игла не очень крупная, чтобы было удобно между петель прокалывать. Вот такая, 5 сантиметров. Ушко мы будем пришивать между петель, захватывать по ходу вязания, чтобы оно хорошо легло. Вот так вот мы прикладываем, смотрим, нравится нам здесь ушко или ниже. Сами себе регулируем, где мы хотим это ушко видеть. Вот так, например, да. Чтобы не ошибиться маркером по ткани, я себе намечаю. Делаю полосочку, он исчезнет потом. Делаю полосочку, по которой я буду ушко пришивать. Между петель я намечаю вот это вот соединение между петель. Рисую. Второе ушко нужно посчитать. Вот здесь у нас мы первое ушко разметили. До глазок у нас 1, 2, 3, 4, 5 петель. Точно так же с этой стороны мы посчитаем 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь, по идее, должно быть второе ушко. Сейчас мы все приложим, оба ушка, и посмотрим, нравится нам, как они так лежат,
или не очень. Вот она, эта полоса. Вот. Все по центру. Я довольна. Значит, по этим линиям мы будем ушки пришивать. Сейчас я еще наведу, чтобы он не успел исчезнуть, пока я первое ушко пришью. Вот так. И вот так. Вот у меня эти линии. Теперь мы пришивать ушко будем мы снизу. Вот так вот хорошо приложить, чтобы ушко легло до прически, до вытянутых петель. Вот, все. И начинаем его пришивать. Захватываем петельку на мордочке одну. Пришивать уши нелегко. Петли жестко натянуты. Придется вам приспосабливаться, искать себе удобное положение, чтобы вывести иглу в нужном месте. Отсюда я вывела и ввела в первую петлю вот сюда ниточку, затянула крепко. И теперь через 2 петли, эту, которую мы уже только что захватили, и еще одну следующую, выводим иглу на голове и аккуратненько выводим иголочку в бок, как вам будет удобно. Вот. И сзади ушка вводим во вторую петлю. Вот так. И выводим на лицо. Вот так. Такими стежками, как бы простегивающими, как имитация машинной строчки, мы до конца будем пришивать ушко. Вот через одну петлю назад вставляем. В голове опять же тоже назад на одну петлю. Вот так. А вперед на 2. Вывели иглу, аккуратненько выводим ее. Протягиваем ниточку. Вот еще один стежок у нас сделался на ушке. Сзади ушка тоже через одну петлю выводим на лицо. Вот такими стежками мы дошьем первое ушко до конца и второе. Когда вы дошьете до самого верха, ниточку вы вставите в большую иглу и выведите ее снизу головы. Там будем закреплять. Вот я уже заканчиваю пришивать второе ушко. Делаю последние стежки. Еще раз вам хочу сказать, что это, правда, не очень удобно. Нужно каждый стежок крутить, это ухо и голову со всех сторон, чтобы оно удобно было проколоть. Теперь я ниточку вытягиваю, беру большую иглу. Первое ушко я тоже точно так же вывела ниточку наизнанку. Прокалываю и вниз вывожу. Вот с первого ушка ниточка. Выводим ниточку. 2 ушка между собой ниточки завязываем. Но это еще не все по ушкам. Сейчас я вам кое-что покажу. Вот ушки, некрасиво вот так вот торчат. Совсем нам не нравится, как они выглядят. Нам нужно вот эти вот штуки придавить. Вот так. Чтобы они были более жестко и держали форму головы. Мы берем такую же ниточку, как тело. Вставляем большую иглу. Снизу головы выводим. Снизу головы выводим. И вот в этих местах, которые больше всего у нас отходят, делаем прокол прямо вот от головы и сразу через ушко выводим
где-нибудь между петелек иглы. Выводим. Вот так. И один стежочек всего лишь между, за одну петельку прихватываемся и возвращаем обратно на низ головы. Выводим. Вот. Видите разницу? Вот ушко раз и стало так слегка торчать красиво, а это ушко вот грустно висит пока. Сейчас мы и второе сделаем точно так же. Эти две ниточки между собой завязываем, которые начало и конец этой нити завязываем между собой. Второе ушко делаем точно так же. Берем такую же нить, вводим через низ, прихватываем ушко и выводим обратно, завязываем там узелочком. Вот я ввожу, уголочек ушка подхватываем. Вот, девочки, смотрите, вот тут уголочек, краешек. Не там же, где был шов, а на пару рядов пониже и самый краешек. Вывожу. За одну петелечку между петелечек подхватываем. И опять через голову и вниз возвращаем к началу этой нити. Вот так. Завязываем узелок. Подтягиваем, вот, чтобы оно выгнулось. И завязываем узелок. Так. Все эти хвостики наши мы скручиваем вместе и завязываем одним прочным узлом. Так они будут держаться еще лучше, не будут распускаться узлы. Вот таким узелком. Хвосты мы потом спрячем в шею. Вот такая симпатичная овечка у нас с вами уже получается. Теперь я покажу, как пришить туловище к голове. Или голову к туловищу. Туловище нужно набить очень хорошо. Прям вот, очень. Вот это место, шея длинная, тут может быть как залом, кругло, а потом прям. Старайтесь вот подпихивать наполнитель вот сюда, чтобы оно красивенько превратилось в такую как грушку, чтобы сильно не было перелома здесь. Вот, все очень плотно набито. Голову пришивать не очень удобно. Петли идут в разные стороны. Они не соединяются между собой. Поэтому поможет, опять же, маркер. Я уже наметила. Вы будете аккуратно прикладывать. Можете себе какие-то ориентиры поставить и отсчитывать. Вот я поставила себе ориентир. Вот тут конец ушка. 12 петель отсюда посчитала, 12 отсюда. Нарисовала этот кружочек, шею эту. Место, где будет шея как кругом. Наметила. Все разметила, нарисовала, примерила четко, чтобы начало полосы там и здесь совпадало. Посмотрела, чтобы голова вот так никуда не косила. Все, разметку сделала, можно пришивать. Пришиваем таким образом. Вставляем нить, которую мы оставляли в иглу, тоже небольшую-большую, там совсем неудобно протаскивать между петель. И начинаем пришивать от волос сбоку по намеченной нами полосе. Стежками туда-обратно в каждую петлю от волос первый стежок. Вот я по своей этой намеченной полосе я первый прокол делаю, вывожу. И захватываю в эту же петлю и одну в бок, откуда у нас была нитка,
в эту же захватываем и одну в бок. Что ничего не понимаю. Вот. И одну в бок подтягиваем. Так, закрутилось у меня все это дело. Подтянула. Теперь в то же самое отверстие, откуда вышла ниточка, и на одну петлю в бок. Придерживаемся намеченной нами линии. По ней шьем, пока она прямая, одну петлю, одну в одну, сюда и сюда берем и шьем, пока у нас идет прямо такими стежками. Вот, возвращаю опять туда же и на одну петлю в бок подтягиваю. Вот эти несколько петель надо подтянуть. Вот, все, соединилось. И теперь дальше мы так и шьем в то же самое, откуда вышла ниточка на голове, туда же на одну петлю в бок. Так мы будем шить по прямой до носа. Когда мы прошили эту прямую полосу, и теперь уже нам как бы нужно завернуть под подбородок, мы 2 стежка, вот как вам показать получше, 2 стежка сделаем наискосок. Спустимся на один ряд и спустимся еще на один ряд. И под бородкой, ну как здесь спереди, мы прошьем на 2 ряда ниже, а можно даже и на 3. Вы смотрите по, ну как будет сидеть голова. Для чего это делается? Чтобы вот этот вот край немножечко завернулся внутрь, а наша головушка была не вот так, а вот так, чтобы нам было приятно ей посмотреть в глаза, чтобы она не смотрела в потолок. Вот, поэтому мы следующий прокол будем делать как бы не в следующую петлю, вот так по прямой, а вниз наискосок. Вот так спускаемся на один ряд. Вот так. Так мы прошьем один стежок. И здесь тоже, здесь же у нас начала наша наметка закругляться. Здесь то же самое на голове. Вставляем туда же, в то же отверстие, откуда вышла ниточка, но колем наискосок, чтобы закруглить наш ряд не прямо, а наискосок петлю. Вот один такой мы стежок сделали. Теперь делаем второй. Колем туда, откуда пришла у нас ниточка, но не в бок, а наискосок. Вот так вот петлю наискосок. Выводим ниточку, подтягиваем. Вот у нас голова начала опускаться. 2 ряда у нас загинаются внутрь. Теперь мы будем шить по прямой, но захватывать здесь на 2 ряда ниже между петлями промежутки, а здесь по прямой будем захватывать на голове промежутки. Возвращаемся в то же отверстие и шьем по прямой теперь в бок. Подтягиваем каждую петлю, потому что потом будет очень сложно это все подтянуть. Возвращаемся туда же, но колем в бок. Подтягиваем. Такими стежками
шьем, пока у нас ровная полоса идет по низу головы. Когда мы дошьем до того места, где у нас по кругу уже начинает переходить вот сюда, то мы будем делать обратные действия, подниматься наискосок на один рядок, чтобы, если вдруг здесь вы каждый стежок, когда делаете, подтягиваете и поднимаете овечку, вот так, когда ножу, и смотрите, ровно у вас голова, ровно она, чтобы она не заваливалась. Если вдруг будет казаться, что есть на голове лишние петли, а на шее не хватает, то вы на голове сделайте стежок через 2, а на шее через 1. Тогда она чуть-чуть вам подвинется в нужную сторону. Если будет необходимость. Если не будет, то шьете через 1 петлю. Вот, я дошла до этого места. Теперь я поднимаю наискосок на 1 петлю вверх. Нет, не дошла. Вот как раз я, наверное, сейчас и пропущу 1 петельку. Не дошла. Маркер исчезает, и я не заметила. Вот я 1 петельку на голове пропустила, чтобы ее чуть-чуть в эту сторону вот так подвинуть. Вот теперь наискосок буду поднимать на шее. Вот, не в бок, а наискосок. Я не сюда сделала петлю, а вверх, наискосок. Приподняла. Ну вот теперь, когда мы 2 раза приподнимем наискосок наш шов, точно так же, как и в начале, мы будем шить по боку головы прямо ряд, и здесь прямо петля в петлю. Вот я дошила этот прямой участок, о котором вам только что говорила, до волос. Теперь, что нам нужно сделать? Тут же мы посмотрим. Голова ровно. Если боком посмотреть, если посмотреть боком, она у нас наклонилась вперед. Теперь мы должны прошить затылочную часть. Показывать я вам тут ничего не смогу, потому что здесь очень сильно мешают петли прически. Нужно очень хорошо каждую петлю отодвигать, чтобы захватить по линии. Сейчас мы прячем хвосты внутрь, туда, в шею. Вот так все спрятали. Берем наполнитель и добавляем. Вот здесь, видите, вот пусто. Добавляем везде наполнитель, где есть пустые места, потому что шея должна быть жесткой. Она у нас высокая, чтобы она не гнулась сильно. Добавляем наполнитель во все пустые места и будем шить, захватывать 1 петлю здесь, 1 петлю вот здесь, где начинается прическа, будем подхватывать. Но здесь уже до такой степени все кудряво, что в принципе можно подхватывать, как у вас получится. Лишь бы хорошо и прочно, почаще затылок пришить к задней стеночке туловища. Вот я уже делаю последние стежки. Еще слегка на середине затылочной части я пинцетом еще слегка вот в эту заднюю часть добавила наполнителя. Вот
Прошиваю крайние стежочки. Кружок соединился у нас, ну, я имею в виду шов по кругу у нас соединился. Теперь мы делаем аккуратный узелок 1-2 раза. Подтягиваем хорошо. Делаем узелок. Пару раз. Так. Вставляем хвост в длинную иглу большую, чтобы этот хвост подальше спрятать в туловище. Вкалываем его в шов и как можно глубже выводим. Ой, где она потерялась? Выводим иглу. Ай! Выводим иглу через туловище. Вот так. Хвост мы обрезаем. И вот такая у нас получилась работа. Вот так выглядит. Теперь мы будем пришивать верхние лапки. Хочу показать, как вот это последнее отверстие затянуть и убрать хвост. Мы в тот хвост, который у нас остался при вязании, вставляем иглу и подхватываем иглой каждую из 6 оставшихся петель за одну верхнюю стеночку, которая хорошо нам видна. Так мы делаем 6 раз. Подхватываем эту ниточку. Затягиваем отверстие крепко. И в центр вводим иглу и как можно дальше выводим ее из лапки. Наверное, я не выведу этой иглой. Еще хотела большую вставить. Да иглу подлиннее, самую длинную иглу берите. Вот мы затянули. В центр вставляем иглу и стараемся как можно дальше через всю лапу вывести иглу. Эх, силушка покинула. Вот так. Через всю лапу еще раз затягиваем. Нитка шершавая, она распускаться не будет. И обрезаем нить. Вот так наша лапка готова к пришиванию к туловищу. Теперь мы должны наметить, где мы будем пришивать наши лапки. Я уже наметила. У меня получается так, девочки. 2 вот таких вот клинышка. Вот они здесь под головой. Вот 2 из 6. Они получились у меня по центру овечки. Шея у нас 6 рядов. Над крайним рядом с убавками мы будем их пришивать. Верхний прокол будет вот в этом месте. Вот эта прибавка вот мы ее видим, вернее убавка последняя. На одну петлю сдвигаем к затылку здесь. И точно так же здесь. Вот она, это крайняя убавка. И чтобы вам видно было, на одну петлю сдвинула к затылку. Вот у меня точки. К ним можно приставить лапки, к этим булавочкам, чтобы точно уж посмотреть, по центру лапки или нет. Вот я приставила. Все вроде бы как
хорошо смотрится, значит в эти места я и буду пришивать. Я уже приготовила иглу длинную с нитью. Сшиваю я игрушки всегда турецкая нитка, хлопок 100%, бегония. Она не тонкая, очень прочная, я не могу ее руками порвать, поэтому я ей их сшиваю. Теперь я ищу отверстие между петель по шву покрупнее, чтобы узел на этой ниточке я смогла, чтобы он проскочил вовнутрь. А вверху я прокалываю так, чтобы где-нибудь между петель, между ниточки, чтобы он там застрял и был внутри. Вот так я. Вот так он внутрь заскочил, а здесь не вылазит, не выскакивает. Теперь я прокалываю иглой с этой стороны в намеченное отверстие и вывожу его со второй стороны во второе намеченное место. Вот так. Булавочки убираю. Подтягиваю лапку к туловищу. Вот так. Беру вторую лапку. В центр прокалываю, ввожу иглу и вывожу ее. Вот у нас было 3 ряда убавок для скоса. Вот в основании этих, начала этих убавок, в шов, по шву вывожу иглу. Вот так, наискосок. Теперь я на 5 рядов вниз опускаю, считаю, на 5 рядов вниз. 1, 2, 3, 4, 5, даже можно 6 по ряду. Так ручки будут сильно в бок торчать. Я смещаю к центру туловища, к лицу, на 1 рядок смещаю. И ищу такую же точку с другой стороны. Считаю 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот он идет. Смещаю. И там у меня будет прокол. Вывожу туда иглу. Вот так. Так мы сделали 1 виток пришивания лап. Точно так же теперь мы вкалываем в основание убавок по шву в первую лапку и выводим вверху. Вот так. Вот это закончился первый виток. Все, протягиваем ниточку и повторяем наши действия 3 раза. Еще 3 таких же витка я сейчас сделаю. Сделала необходимое количество витков, вывела ниточку под первой ручкой, под мышкой, вверх не поднимайте. Теперь мы за вот эту же ниточку, которой мы шили, только за нее, за само вязание мы не подхватываем иглу, только за эту нить. Захватываем эту нить и делаем 2-3 узла. Все красиво подтягиваем, чтобы они были небольшие. Вот так. 1. 2. Сделаем 3. 3. Сделали эти узлы и иглу вставляем в то же отверстие, откуда у нас эта ниточка выходила. Туда же стараемся другие нити не проколоть. И через все туловище прокалываем иглу. Протаскиваем нить и
Теперь стараемся эти узлы затянуть через отверстие между петель внутрь. Вот такими движениями мы их протаскиваем. Вот что у нас получается узла. Не видно, он сместился внутрь овечки. Ниточку мы обрезаем. Лапки расправляем, ставим на место. Вот такими вот движениями мы подтягиваем лапку вверх, чтобы она хорошо стала. Расправляем плечики. И вот так у нас пришились ручки. Теперь мы пришьем наши овечки ножки. Я уже наметила, как я это делаю. Беру длинную иглу, прокалываю ножку, прокалываю туловище и вторую ножку и примеряю, как оно будет выглядеть, в какой из петель сюда, куда их переместить немножко, чтобы они были как по центру туловища, чтобы туловище не смещалось, было ровно. У меня получилось, что от начала вязания между 12 и 13 рядом я буду крепить ножки. Как по этим петлям я вам говорить не буду, у каждого вязание ведет по-своему. Вы сами подберете места крепления, чтобы лапки были вот примерно вот так вот с ручками, чтобы ручки прикасались к основанию лапок и овечка выглядела ровно. Теперь эти места, которые я наметила иглой, я вот такими вот булавочками размещаю, чтобы ничего не потерять, чтобы я не ошиблась, не сместила это все никуда. Вот так. С иголочки снимаю и в это же отверстие, которое наметила, еще одну. Вот так каждый прокол я намечаю булавочкой. И здесь точно так же выводим иглу и здесь тоже намечаем. Лапки мы крепим, вот мы вязали скосы на лапках для лучшего прилегания. Вот она более здесь не такая круглая. Вот этими скосами мы пришиваем к туловищу правую и левую лапку. Все у нас размеченное есть. Теперь у нас мы берем иглу тонкую, чтобы она, вы проверьте, чтобы она вместе с нитками проходила через пуговицу. У меня это бегония Ярнард, хлопок в 6 ниточек. 3 я продела и вдвойне сложила. В 6 нитей буду крепить ногу. Начинаем пришивать. В намеченное отверстие вводим иглу. Начинаю я вот с этой стороны. Вывожу за одну петлю от разметки. Подтягиваю хвост, вставляю пуговицу и прокалывая, вот здесь у нас была разметка, захватываю одну петлю после нее, 2 петли захватываю, чтобы пуговицы было больше промежуток для опоры на вязание, и вывожу в то же самое отверстие, в которое и вводили. Подтягиваю все хорошенько и теперь к туловищу. Делаем на туловище прокол, убираем нашу наметку, в это отверстие вводим, выводим в отверстие с другой стороны, туда, где у нас обозначена отметка. Вот так. Протягиваем. То же самое делаем со второй ножкой. В отмеченное отверстие вывожу за одну петлю до разметки.
убираю ее, оттягиваю, продеваем пуговицу и через 2 петли захватываем 2 петли и выводим в то же самое отверстие. Старайтесь нить не проколоть. Вот так вот ее прям отодвигайте. Если вы ее проколите, она потом не затянется, узел не завяжется, будет нить за нить держаться. Протягиваем и возвращаемся в точку, с которой мы начинали. Вот сюда. Вот так. Иглу пока не обрезаем. Затягиваем узел, пока двойной. Все расправляем, не спешим. Расправляем, чтобы оно там стало, как ему положено. Все натянулось. И проверяем. Вот овечка стоит. Теперь проверим. Сидит, не падает, прикасается пузиком к столу. Все, значит, ножки пришиты хорошо. Теперь вот этот хвостик с иглой, который остался, мы проколем еще раз через все тело. Выведем опять с другой стороны. Желательно в то же отверстие или хотя бы на одну петлю, но близко очень к тем же самым отверстиям, которые были в первый раз. Вот так вот выводим. Девочки, пользуйтесь плоскогубцами, если трудно это сделать. Берегите ручки. Обрезаем иглу. Здесь делим нить напополам, делаем еще дополнительный узелок с этой стороны, двойной. С этой стороны тоже нить делим напополам, тоже перекрещиваем разочек, делаем дополнительный узелок. Получается у вас 4 хвоста. Вот так. Каждый из 4 хвостов ставите в длинную иглу и спрячьте хвосты в туловище овечки. Делайте проколы близко к тем местам, откуда вышли ниточки. Все расправьте, и у вас есть вот такая красивая подружка.